Владимир Владимирович. Ну вот, начались выступления оппозиции. Очень хорошо, что прозвучали конкретные фамилии. Если брать министра обороны, то Советский Союз погиб из-за советских генералов Брежневской эпохи. Они качали ресурсы, армия была самая большая, 4 миллиона солдат. И кончилось тем, что все шло на войну, которой не было. Поэтому я согласен с критикой кого-то из нынешних министров, но не забывайте, откуда все идет. И обязательно гражданские министры должны быть. Меня не интересует профессия Сердюкова, но и в МВД, во всех силовиках должны быть только гражданские чиновники. Только они способны реформировать силовые структуры. Но я хочу остановиться на другом. А где все происходит, вся наша экономика? В городах. Чего вы не трогаете региональную власть? Федеральные министры дают общие цифры. Вот они дали бюджет. Все спускается в город и в губернию. Там кто правит? У нас проблема с коррупцией. Где коррупция максимальная? В городе Москве. Почему? Здесь 80% всех наших денег. Почему молчит лидер КПРФ и ничего не говорит о московском правительстве? Ведь деньги-то ворочают они в городском бюджете или в губернии ворочают, в губернском бюджете. Кудрин, может быть, у него есть недостатки, но он деньгами оперативно ничем не распоряжается. Они дали общие цифры. Все, пошли, деньги по стране. Но все делают реально, в поселках, в городах и в губерниях. Центр коррупции в городе Москве. Вот и пока мы не наведем порядок в столице, потому что победить коррупцию в масштабах всей страны тяжело, как и во всем мире. Но в одном городе давайте сделаем. Это будет образцовый город. Не коммунистический, как это было когда-то у нас попытка, а образцовый с точки зрения борьбы с коррупцией. Но для этого надо убрать правительство Москвы. Полностью все. А мэра Лужкова, поскольку он никогда не подаст заявление по собственному желанию, по недоверию отстранить от занимаемой должности. Нельзя доверять больше этому человеку. Нельзя доверять. И молчит лидер КПРФ. Хотя его комсомолы, эти московские партийцы, они требуют отставки Лужкова. Поэтому как Горбачев загубил КПСС, так Зюганов губит КПРФ. Поэтому предателей ищите в своих рядах. В своих рядах. Молчите и скрывайте, покрываете мафию. И московское правительство, я объясняю, что они делают, Владимир Владимирович. Может быть, вам и докладывают, но тоже не все. Я вам сейчас передам папочку. Я не русской, я не буду с чемоданом у меня. Вот папочка. Здесь все написано. Ваши следователи возбуждают уголовные дела против московских чиновников. Сидящие здесь ваши депутаты требуют изменить меру пресечения. Выпустить из тюрем их. Мне это непонятно. Значит, лучший следователь страны Бастрыкин пытается что-то навести порядок в стране, а депутат Хинштейн каждый раз здесь выступает против него. Мне непонятно, что в этой партии. Что это за депутат Хинштейн, который постоянно борется с главным следователем в стране? Мы, оппозиция, его поддерживаем. Не знаю, что он делает, но мы же видим, возбуждаются дела. И закрываются. И Лужков наглую говорит. 3 дня продержалось дело. Видите, как хорошо? Что там прокурор, Бастрыкин, вся армия? Лужков командует тем, кого в тюрьму, а кого на свободу. 3 дня продержалось дело в отношении Рябинина. Главный коррупционер. Это мафия московская. Ничего нельзя сделать. Остановили все проекты. Деньги есть, рабочие есть, все есть. И когда мы говорим об обманутых дольщиках, это Лужков обманывает дольщиков. Это его министры, отвечающие за строительство, за все остальное. В этом же проблема. Они проводят аукционы, все липо. Нужная фирма дает дешевые цены, выигрывает, а потом доп. Соглашения. Повышают объемы, повышают деньги. И получается, все проекты очень дорогие. Поэтому реального аукциона, тендера не проходит в Москве. Все захватили в свои руки. Всех обманывают. Что такое гостиница «Россия»? Кому передали контрольный пакет на строительство гостиницы «России» и всех московских гостиниц? Лаудер, президент Всемирного еврейского конгресса. Под этой территорией, это у нас с вами находятся секретные объекты. Рядом Кремль. Я не понимаю, что это за московское правительство. Вы кому отдаете все секреты страны? В случае войны там находится наше с вами бомбоубежище, центр управления страной. И вы отдаете иностранцам. Это почему так происходит? Все держат в руках не русские в России или иностранцы за рубежом. Кто так раздает все богатства? Объясняю почему. Лужков готовится к отходу. Надо подмаслить своих хозяев за рубежом. И им отдать вовремя самые жирные куски. Почему территория простаивает несколько лет? Почему? Где доходы города? Стоит. Снесли и стоит 3 года. Кто заплатит за упущенные доходы? Так что делают еще, Владимир Владимирович?
Они оформляют документы до сих пор, что гостиница есть. Вы представляете, что делают? Это же называется мошенничество. Мошенники все, это московское правительство. Они до сих пор оформляют контракты от имени гостиницы «Россия», которой уже нет 3 года. Вот до чего дошли они все. Половина документов московского правительства засекречены. Что за секреты? Что это? Оборонное предприятие московское правительство? То есть чудовищно. Ставит гриф для служебного пользования. 30% всех выходящих нормативных актов граждане России не могут понять и увидеть. Для чего? Скрыть свои преступления. Последний факт. Теракты в Москве. 3 года правительство Москвы приняли закон усилить безопасность на транспорте. Что делают? Тендер выигрывает не их фирма. Они ее душат, давят 3 года. И за 15 дней до теракта заявляют от имени московского правительства, что это московское правительство, потеряло интерес к обеспечению безопасности на транспорте в городе Москве. Да за это я был бы генеральный прокурор, еще 15 марта бы арестовал бы Лужкова. А мы дождались 29 марта. И 40 человек погибли уже, да? И еще сколько лежат в больницах. Это не все. Это борьба с коррупцией. Дальше идем к Новосибирску. В Новосибирске арестована группировка Трунова. Ее покрывает областная администрация. Клан этих Солодкиных. Сынок младший вице-мэр. А чтобы стать вице-мэром города Новосибирска, отстреляли 2 вице-мэров. Это что за власть? Чтобы освоить вакансию, не то что там конкурс, отстреляли. Ты уходи, а сыночек становится. А папаша главный консультант губернатора по спорту. А средний сыночек отмывает деньги за границей. И когда всю эту банду Трунова арестовали, наконец, спасибо Бастрыкину. Что делают депутаты на местах? Коммунист Харитонов поддерживает изменение меры пресечения. Моих тоже прижали. Беспаликов, этот хам, негодяй, мафиози, руководитель областного совета. 20 лет уничтожает оппозицию, подкупает. Я их выгнал из партии, потому что они тоже поддержали изменение меры пресечения. Все депутаты Единой России поддерживают там. Депутат Локоть, честный депутат, что он молчит про новосибирскую мафию, бандитов? Молчит. 10 трупов, и он молчит. За Ленина он будет глотку драть здесь. А когда бандиты действуют в его родном городе, у него не хватает силы мужества. Я понимаю, могут убить. Я их понимаю. Мой победил кандидат, глава администрации. Приезжали бандиты целый месяц. Заставили написать отречение. Все. Наш кандидат, не руководитель района, не вступил в должность. Утром заставили вступить, в обед написал заявление. Да нет, помолчите вы, коммунист Кулик. Вы уже написали Старосовобское заявление в комиссию. Вам 75 лет, и вы остаетесь таким же советским большевиком. Бегаете и жалуетесь. Это другие партии, Кулик. Вы в той партии, в которой вам нравится. А я говорю от той партии, от имени миллионов избирателей. Поэтому сидите и помолчите. Время ваше идет, сидите не отвлекайтесь. Мы будем вскрывать недостатки. Вы думаете, будем покрывать? Не дождетесь. Если вам Зюганов пригрозил Бишкеком, мы грозить не будем. Потому что в Бишкеке орудуют сельские бандиты. Все те, кто не имеют работы, их за деньги пригнали в город, свергли нужную власть, теперь сели другие, будут также грабить свой народ, а сельские бандиты не хотят уходить. Не хотят уходить. Все революции проплаченные. И везде на революцию поднимают пролетариат. Вот мы этого не хотим. Но проблема-то остается. Давайте решать. Проблема с преступностью остается. И мы же поддерживаем ваших следователей. Это не наши. Это они их посадили в тюрьму. Мы их защищаем. Ваших следователей мы защищаем, оппозиционная партия. А вы боретесь с ними, чтобы они выпустили ваших бандитов на свободу. И вы еще нам здесь затыкаете рот. Не то обсуждение. Кулик будет решать, какое обсуждение. Когда вы были министром советского правительства, сельское хозяйство, миллионы крестьян вы обманули. И уже 20 лет не отвечаете за этот обман. И сидите здесь вместо тюремной камеры вам сидеть. Там, Кулик, сидеть вам. В тюремной камере. Не забывайтесь. Понятно? А вы сели здесь. То в КПСС сидели, то здесь сидите. Вы можете стучать, но вам будут стучать по голове. По голове будут стучать будущие избиратели. Это вы поведете вашего премьер-министра и вашего президента. Вы, здесь сидящие. А мы не будем с вами в эти игры играть. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях с такими, как Кулик, и с такими негодяями, как московский мэр и ваш губернатор в области Новосибирской. Поэтому говорили и все будем говорить. На это и Конституция. Не нравится? Меняйте Конституцию. Закрывайте все партии.
И оставайтесь сами с вашими бандитами. Все, Владимир Владимирович.